Всем доброй ночи, точнее, скоро утро. Решила вам подарить один интересный ритуал. Потом довершу работу и отдохну. Дорогие друзья, дело в том, что для исполнения желаний можно обращаться к разным божествам. Я учила вас этому, я дарила вам ритуалы на этот случай. Но мало кто знает такое божество, как Афадзеда. Это богиня времени и закрытого пространства. Закрытое пространство – это не безысходность. Закрытое пространство имеется в виду пространство вокруг вас, там, где концентрируется ваша энергия. Считалось, что Афадзеда способна поменять это пространство и концентрировать вот в этом пространстве, где вы находитесь, те энергии, которые поменяют вашу жизнь, которые приведут к исполнению вашего желания, вашей мечты. То есть пространство, закрытое вокруг вас, это пространство, которое ваше собственное, вот в этом пространстве, вне времени и вне каких-то преград, она концентрирует все те энергии, которые нужны для того, чтобы ваше желание исполнилось. То есть усиливает либо денежную энергию, которая приведет вас к исполнению этого желания, усиливает иную энергию и прочее. Что можно у нее просить? В основном у нее просили материальные блага. Но у нее можно просить и определенные, скажем так, любовные желания. Ну, например, чтобы этот человек написал, позвонил, дал о себе знать. Она не приведет человека просто так. Это не приворот и не зазывы, чтобы просто пожелать, чтобы человек вот пришел и полюбил меня, и женился на мне, и все бы исполнилось. Нет, дорогие друзья, она все-таки богиня, исполняющая материальные желания. Понимаете? Не столько моральные, сколько материальные желания человека. Но можно попросить у нее и это. Встреча с любимым человеком. Хорошая работа. Определенная сумма денег. С воздуха они не даются. Вы поймите, вы должны иметь источник, чтобы благодаря этому источнику, усиливая этот источник, боги дарили вам помощь. Потому что мне иногда пишут, вот я пенсионерка, сижу, у меня нет других доходов, если я проведу ритуал, вот попрошу 100 тысяч, мне дадут, но 100 не дадут, может быть, 5-6 дадут, потому что ты усилишь денежную энергию, да, и из ниоткуда могут появиться, например, подарок или где-то там не так посчитали, скажем, перерасчет сделали, да, и вернули вам какую-то сумму где-то. Вы поймите, у вас источник должен быть. Из этого источника боги дают то, что человек заслуживает. То есть, если вы двигаетесь, работаете, делаете, стараетесь, то они усиливают, благословляют ваше дело, и это дело приносит вам доход, удовлетворение в жизни и так далее. Если вы ничего не делаете абсолютно, из ниоткуда к вам не может появиться, ну, скажем так, огромная сумма денег. Некоторые говорят, а можно вот дайте нам ритуал, чтобы выиграть в лотерею и так далее. Дорогие друзья, если вы ничего не платите за это, если вы не отдаете свою энергию, свое время и силы, то эти деньги вам ничего не дадут, даже если вы выиграете. Вспомните Воланда из «Мастера Маргарита», когда они в этом варьете открыли женский магазин, и все побежали, все оделись. Никто не спросил, за что нам просто так шубы, украшения должны давать, за что нам должны сумки давать, туфли, духи. Правда? Все переоделись и вышли. И в какой-то момент это все улетучилось, и эти бабы все остались голые. В
панталонах одних бегать по мостовой. О чем это говорит? Это с глубоким смыслом произведения. Это говорит о том, что силы потустороннего мира не дают просто так ничего. Если вы не прилагаете желаемого, да, то есть усилий для достижения желаемого, то это в воздух уйдет, откуда и пришло. То есть работать, стремиться, делать и просить у богов, тогда будет результат. Вот я о чем говорю. Если человек занимается маникюром и проводит такие ритуалы, естественно, у него будет очень много клиентской базы, к ней будут записываться. Я знаю людей, которые одним этим маникюром и прочие квартиры купили в Москве. Старались, работали, много делали, не ленились, ездили. Ко мне приезжает, например, доктор, делает прививки моей собаке. Вот когда мы звонили, у нее там очередь, записывали заранее. У нее в день по 15-20 вызовов. Она еле успевает. Старается человек и содержит огромную семью. Стрижут, то есть стрижка, извиняюсь, пусика. Ну, я просто элементарные вещи вам привожу. Человек научилась, пошла на эти курсы, купила инструменты, все, что нужно, и она ездит, стрижет. И довольно хорошо, мы довольны, мы уже сколько лет, только ее и вызываем. То есть, понимаете, вот она делает это, когда первый раз она приезжала на метро, потом она уже начала на такси приезжать, потом она купила свою машину. Повышается у человека материальное благо, но для этого надо работать. Работать и просить благословений и удачи у богов. Вы отдаете взамен им свою энергию, время, силы. Они отдают взамен деньги. Пытаюсь вам объяснить, чем вы платите за это. Когда говорят, ой, ничего там платить не надо, мы же вот просим вроде. Вы платите же, вы отдаете энергию, денежную силу. Вы тратите эти деньги, что-то покупаете. Деньги, понимаете, деньги крутятся, они создают энергию вокруг. Духом это нужно, это для них корм, это энергия, движение в пространстве. Вы работаете, вы отдаете время, силы, нервы. И взамен вам дают деньги. Еще и вы просите, чтобы у вас ваша работа приносила вам прибыль. Вот ваша жертва, ваше время и силы. А когда вы хотите, ничего не делая, просто делать ритуалы, чтобы у вас с воздуха упало, этого не будет, дорогие друзья. Но я знаю случаев, когда людям доверяли фирмы, когда людям доверяли целые корпорации сразу же. Сегодня мне женщина написала, что вот мы с ней работаем, в принципе, как только вот она начала тоже проводить эти ритуалы и усиления и так далее, ей предложили место начальника вот там, где она работала подчиненным. Ни с того, ни с сего. И таких случаев много, но для этого надо стараться. Для того, чтобы тебе предложили стать начальником какого-то предприятия, ты должна там работать, ты должна там присутствовать, тебя должны знать. Понимаете? Никто в дверь не постучится и не скажет, ты не хочешь случайно там заместителем Путина поработать? Вот мы вот, нам боги сказали, что ты на удачу провела, вот мы пришли осуществить твое желание. Понимаете? Пытаюсь до вас донести. Отдайте им в жертву свое время, силы, энергию, они вам взамен дадут то, что вы хотите. Но вы должны платить чем-то. Итак, вернемся к ритуалу. Афодеда. Афодеда – это богиня вообще-то восточная. Но ее культ был распространен и в Риме, поэтому есть латинский древний заговор, связанный с ней. В Греции он не особо ужился, потому что там была фортуна, она была очень популярна. Но ее культ уходит и в Малую Азию, и в Среднюю Азию во времена эллинистического периода. Потому что упоминание о ней есть даже, скажем так, в книге города Ош, один из старинных городов тех веков, тех времен. Так вот, просьба к Афодеда, к богине Афодеда. И
Есть, на самом деле, несколько вариантов обращений к ней, но они слабоваты. Я насколько пыталась более такие сильные работы найти, их нет. Есть слабоватые такие обращения, но взятый там добавлены древний заговор, заклинание и добавленный русский текст. Поняв, что я сильнее ничего не найду, естественно, я создала свою работу. Но я хочу вам сказать, что латинский текст, вот этот древний текст, он очень древний, и он взят несколькими мастерами. Я взяла этот текст, вот именно изначальное обращение к ней, можно сказать, гимн, обращение, просьба, как хотите, восславление, ода, и добавила ритуал. И вы знаете, очень даже неплохо получилось. Теперь смотрите. Вам нужно скрутить 4 свечи и вот таким образом создать некую спираль времени, чтобы время закрутилось и сделало, как вам хочется, поскольку она богиня времени, закрытого пространства, движения пространства, понимаете? И нужно вот нечто такое, напоминающее движение. Внизу что-нибудь положите такое, чтобы оно же будет капать вниз. Зажгите эти свечи. Потом, значит, возьмите бумагу, абсолютно чистый лист бумаги. Можете маркером, можете карандашом, можете ручкой, это не так уж важно. Пишите ваше желание. Например, вы хотите там, что вы хотите? Купить дачу, да? Пишите дача. Я здесь просто так написала. Я не знаю, что лучше так для примера. Вот написала 200 тысяч рублей. Я уверена, что она придет в ближайшее время, потому что я написала. Значит, возьмите какую-нибудь емкость или пепельницу, или, может быть, для благовония, курильницу, для того, чтобы потом сжечь там, потому что надо будет сжечь. Читайте заговор 1 раз, сожгите, откройте окно и пепел выкиньте туда, в космос, в пространство, во Вселенную, с определенными словами. Через короткое время, смотря что вы попросили. Попросили там квартиру купить, может быть, за полгода, за год купите, а может, пораньше, смотря как получится. Может, вы в очереди стоите и получите пораньше. То есть напишите четко, ясно свое желание и выполните этот ритуал. Если оно немножко запаздывает, сделайте еще раз. Но обычно, если это допустимые, доступные для вас желания, то есть реальные, оно сбывается за короткое время. Итак, зажигаем. Когда она исполнит ваше желание, отнесите под дерево красную розу. Сейчас, секунду. Красную розу, привяжите красную ленту к ветке дерева. Поблагодарите ее своими словами, отвернитесь и уходите. Она любит вот именно красный цвет, связанный с силой, связанный с движением Вселенной и так далее, олицетворяющий. Когда догорит вот до этого места, можете потушить. Итак, да, проводить можно в любое время, день, ночь, не имеет значения абсолютно. И в любое, значит, на любую луну, чтобы зря не спрашивали по 100 раз. Начнем. Так, положу. О Афодеда, богиня времени и закрытого пространства, соединяющая волю и желание воедино, повелевающая счастливым случаем. Текст на латине. Афодеда, абелокам, надес, лаэра,
Афодедос гибур, фебо асперо, ноктета, афодеда итфора, афодеда обеваль, центр элюра. Примерно переводится как «собери воедино в одну точку, в одном центре все мое желание и исполни». Пойдемте далее. Твоя власть ничем не ограничена. Ты все можешь. Ты все находишь. О, покори непокоренное, исполни неисполнимое, сделай возможным невозможное, приближай желаемое. Громко говорите, что вы хотите. Ну, например, я говорю: дай мне возможность с моей работой получить 200 тысяч рублей. Вот я так сказал. Далее на латине. Афодеда, абеллокам, надес лаэра, афодедос гибур, фебо асперо, ноктета, афодеда итфора, афодеда абеваль, центр элюра. О, стань моим покровителем, богиня. Закрути времени спираль, притяни мне мое желание и вручи мне в руки. Для тебя нет преград, нет запретов. Мои слова ветры на крыльях своих быстрых домчат до трона твоего, и да будет по слову моему. Афодеда, абелокам, надес лоэра, афодедос гибур, фебо асперо, ноктета, афодеда, итфора, афодеда, абеваль, центр элюра. Да будет так. Берем, сжигаем. Желательно, чтобы до конца сгорело. Да исполнит богиня то, что я прошу, что желаю и о чем мечтаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Вот немного истлело, чуть-чуть, пускай остынет. Да, проследите, чтобы она остыла, потому что все-таки это опасно, тем более с высотки кидать. Не должно быть ничего. Видите, все равно осталось. Надо ее жить до конца. Выкидывайте в окно, просто открывайте и, значит, туда кидайте этот пепел и говорите: пусть мое желание сбудется, пусть дойдет моя просьба до трона богини Афодеда. А потом ждете, пока свечи вот до этого догорят. Эти огарки можете выкинуть, никуда выносить не нужно. Но когда она исполнит то, что вы просили, не забудьте вот таким образом откупиться. Если у вас просьба очень крупная, то проведите несколько раз. Для богов нет абсолютно никаких преград. Они могут таким чудесным образом вам помочь, что вы прямо удивитесь, как это случилось. Вы просите, дорогие друзья, не планируйте, а как это возможно, а может быть так, а каким образом. Приведу обычный пример. Если кто за рулем, ночью сколько освещает пространство перед машиной? Ну, метра 2-3. Но этого хватает, чтобы вы ехали с одного города на другой, правда? Потому что
через каждые 2 метра освещается еще 2 метра. Постепенно открывает дорогу и показывает, куда вам ехать. Вот точно так же и в жизни. Вы попросите и пожелайте. А как вам это дадут, время покажет. Сначала одно получится, потом через другого человека другое получится. И вот так вы достигнете своей мечты. И в какой-то момент вы просто будете шокированы, когда поймете, что вы об этом просили, хотели, и все сбылось. Когда-то я взяла и написала сама себе записку. 2017 год. Я написала записку о том, что у меня в 2017 году будет это, то, целый список. Не постеснялась. Написала и оставила. И вот недавно, перебирая эти книги, случайно наткнулась на свою записку. Посмотрела и просто ахнула. Все, что я там написала, дорогие друзья, уже сбылось. И сбылось оно уже раньше, чем я планировала. Намного раньше. И сбывается. И вот все, что там написано, уже все сбылось. Хотя я об этом уже забыла, о своих желаниях. То есть не то, что о желаниях, забыла, что я там когда-то дерзнула помечтать, захотеть такие вещи. А у меня все сбылось. Так что попросите, отпустите в пространство и делайте все для того, чтобы это желание приблизить. А боги вам в этом помогут. Всем удачи!